Всем привет! В общем, такая проблема. Уже не первый раз она, и вот, наверное, длится уже полгода. Значит, горит чек. Не гаснет, ничего, постоянная ошибка. Значит, причина — диагностический датчик кислорода. Тот, который стоит после катализатора, или как нейтрализатора. Вот, значит, попала туда вода, значит, на контакты. Вот так вот он выглядит. Так, одну минутку. Значит, я не знаю, будет хорошо видно, нет. Он весь зеленый. В общем, окислился. И так все контакты. Это я один вырвал. Сейчас расскажу, собственно, что я делал. Значит, при том, что я, в общем-то, вброд нигде не езжу. Вот, ну, это езда по лужам и так далее. Вот такие хреновые разъемы, в которые попадает вода. И вот такая вот жопа начинается. Полгода я езжу с этой ошибкой, времени не было. Вот, сразу расскажу. Значит, такой момент. Неработающий датчик. Многие там пишут, говорят, что вот, значит, с такой проблемой будет там расход очень большой туда-сюда. Вот полгода я проездил. В принципе, проблем никаких он не доставил. То есть расход бензина где-то 11-11,5 литров. Вот, по трассе, по городу, так, в смешанном режиме. Расход газа где-то 13 литров на сотню. Вот, в принципе, машина едет, не тупит. Как бы зима была, ну вот сейчас весной там до 120 на Ниве я, в принципе, разгонялся, больше и не пробовал, как бы, но вот, то есть машина не тупая, ничего, но при этом датчик вот не работает. Вот. Можно было бы и ездить и дальше, собственно, ну вот этот чек постоянно горит, напрягает немножко. Вот, значит, нашел я вот этот контакт и там еще один. Это, значит, ошибка такая. Сейчас покажу все дальше. Значит, на датчик идут 4 провода. 2 из них это нагревательный элемент. Значит, там идет провод с главного реле. Значит, и второй он потом возвращается в контроллер. Там, ну, в общем, короче, нагревает, когда машину заводите, чтобы датчик быстрее прогрелся, чтобы быстрее заработал. Вот такая ошибка. Вот посмотрел я контакты, они вот такие вот окислившиеся все. Я их удалил из колодки и, значит, припаял, в общем, собственно, друг к другу. На термоусадку посадил сначала один провод, потом второй. Вот, но ошибка не ушла. Вот, хотя такая, я уже говорил, у меня было до этого как-то. Значит, проблема уходила, но потом вернулась. Все-таки там не до конца я где-то там, я на термоусадку не сажал первый раз, где-то вода попала, все равно, значит, и не паял я их. Вот в этот раз запаял, но что-то все-таки не работает, поэтому полезен под машину, значит, и надо будет прозвонить. Я вот приготовил тестер. Прозвонить надо будет проводку и сам датчик проверить. Я сейчас как раз и покажу, как, значит, проверить нагревательный элемент в самом датчике. Значит, где какой контакт. Вот в жгуте проводов там, и, в общем, все проверим. Но сначала надо подсоединить диагностический прибор и посмотреть кое-какие данные. Про эту программу я уже рассказывал в предыдущих видео. Вот, если кому интересно, можете посмотреть. Так, вот ошибки. Значит, цепь управления нагревателем, датчиком кислорода.
низкий уровень. Ошибка P0036, P0037. Вот. Сейчас будем дальше разбираться, но для начала, значит, пока их не буду удалять, значит, нужен такой момент найти мне. Напряжение датчика кислорода 1 и напряжение датчика кислорода 2. Вот, значит, на первом 0,46, как должно быть, там 0,45 где-то должно быть. И на втором также, вот сейчас просто зажигание включено. Вот, значит, 1,27 вольт, а должно быть тоже 0,45, 0,46. Это неправильно, сейчас надо будет отключить датчик, разъем снять. Вот, и посмотреть, изменится ли здесь картина. Вот, если изменится, станет 0,46, тогда нужно будет пристально, значит, изучать датчик кислорода. Если ничего не изменится, значит, где-то в жгуте или в контроллере проблема. Итак, еще раз сейчас посмотрим, значит, какие параметры показывает, значит, нам программа. Колодку я подсоединил с двумя проводами, сигнальная и масса. А на подогрев 2 они пока обрезаны, они отключены. Вот, и сейчас, значит, включу я, посмотрим. У нас напряжение на датчике кислорода 2 было 1, там где-то 0,2. Так, что-то программа тупит, не хочет включаться. Сейчас так, заново зайдем. На этом телефоне почему-то программа перестала нормально работать. Итак, на датчике кислорода было 1,27, по-моему, стало 0,41, хотя должно быть 0,45, но там тоже контакты окислившиеся. Итак, чтобы ошибок не было никаких, значит, можно проверить сначала, не знаю, видно, нет, наверное, не видно. Сначала я проверю первый датчик кислорода, управляющий, вот, на сопротивление нагревательного элемента. Потом включу зажигание, проверю, значит, какое напряжение. В общем, цепь прозвоню, жгут сам. Вот. Для этого я корпус воздушного фильтра открутил, убрал в сторону. Так, мне будет удобнее. Сейчас я, значит, разъединю жгут. Вот я его отсоединил. Вот. Ну и сейчас я все проверю. Итак, значит, сопротивление нагревательного элемента 14 Ом. Ну, минус погрешность проводов самих. Вот. И при этом, значит, надо учитывать, что двигатель сейчас прогретый, то есть я тут подъехал. Вот, это нагретый датчик. Показывает 14 Ом. Вот, сейчас прозвоним жгут, который от ИБУ идет, и потом посмотрим на наш проблемный диагностический датчик кислорода ДК2. Вот, какие показания там. Значит, сопротивление еще раз 14 Ом. Итак, колодку я достал, которая идет у нас от ИБУ. Значит, проверим контакт С. Значит, зажигание включать сейчас надо. Значит, один щуп в контакт С вставляем. Кстати, это коричневый провод с белой полосой, то есть с завода так. И второй щуп на плюс аккумулятора, значит, и смотрим 12 с лишним. То есть масса есть. Масса есть. Чтобы проверить, значит, остальные клеммы на колодке, надо зажигание включить. Сейчас я его включу. Так, зажигание включил. Сейчас контакт Б померяем. Он у нас идет на нагреватель, там плюс 12, то есть
когда зажигание включаем, подается 12. И мы щуп второй, значит, на минус аккумулятора. И видим, то есть 12 с лишним вольт, значит, контакт B у нас тоже в порядке. То есть CB мы проверили. Далее, значит, будем проверять контакт А. Вот, на самой колодке контакты подписаны. Контакт А у меня вот здесь. Вставляю красный щуп. На контакте А должно быть сейчас 0,45. Так, и на массу также кидаю. Так. Видно, да, 0,45. То есть в порядке все. Вот. Проблема, значит, почему я решил проверить исправный датчик. Потому что у меня, в общем, так получилось, что в литературе написано одно, а по факту у меня на ДК2 немножко другая картина. То есть, когда я меряю контакт D, у меня там 3,3 вольта. Вот, хотя почему-то по электронике, то есть к этому контроллеру Bosch 1797, там написано, что должно быть, ну, то есть в диагностической карте, когда проверяете датчик кислорода, должно быть менее 1 вольта. Ну, может, я что-то не понял. Значит, там у меня показывало 3,3 вольта. Итак, контакт D. Сейчас я его найду. Так, один момент. Так, контакт D. Это у нас вот этот. Вот. Сейчас я не видно пока. Чуть вставлю. Вот контакт D. И опять же на минус показывает также 3,3 вольта. Но при этом этот датчик он исправный, значит и там все нормально. То есть на датчике кислорода 2, который диагностический после катализатора, такие же точно показания. Вот. Собственно, картина проясняется. Значит, с контроллером и со жгутом проводов, которые идут у меня лично к диагностическому датчику кислорода ДК2, значит, все в порядке. Итак, я могу, значит, сказать, что, значит, нормально у рабочего датчика сопротивление на нагревателе 14 Ом. Ну, сейчас, правда, это не эталон. В литературе написано, что должно быть не больше 1 килоома. Ну, это большой показатель, правда. Вот, ну, несколько Ом обычно всегда на исправных датчиках. Вот у меня сейчас здесь 14 на первом датчике кислорода. Значит, на контакте А отсоединенной колодки, значит, 0,45, С масса нормально все, Б при включенном зажигании плюс 12, кстати, А 0,45 тоже при включенном зажигании, и, значит, на контакте D 3,3 вольта. Вот. Это данные, я могу так сказать, что, значит, типа эталонные, потому что с первым датчиком проблем никаких не было. Вот, значит, по самому датчику я сейчас, значит, проверю еще раз ДК2, тоже все это покажу. Значит, каталожный номер вообще по литературе, то есть по электронике для этого контроллера, для этой машины, вот 111 80 385 0010 00. Это, значит, оба датчика кислорода имеют такой номер. Но почему-то их в продаже я нигде найти не могу. Вот в BB, значит, я нашел 0,258 006 537. Вроде это тот же самый датчик. Почему там разные какие-то номера, тоже бошевский, оригинальный. Вот, не знаю, но скорее всего датчику там у кирдык, поэтому я вот выписал себе специально. Вот, 2200 рублей он должен стоить. В общем, наверное, придется покупать. Но сейчас под машину залезем, еще раз все посмотрим. И уже я буду принимать. Так, подключил я, значит, крокодилы к проводам, которые идут на датчик второй ДК2, то есть который у нас диагностический. И сейчас включим сопротивление, померить, и показывает он бесконечность. То есть на минимуме, да, я поставил 200 Ом, показывает бесконечность. Ну, прибавляем.
То есть обрыв. Сейчас я попробую еще пошевелить. Значит, перецепить крокодила тут. Ничего не меняется. Датчик в обрыве. Вот. Даже не знаю, вроде показывал немножко по-другому. Сейчас что-то вообще ничего. Итак, сразу померяем, значит, на колодке, которая КБУ идет, так же как на первом датчике, значит, сразу померим плюс, вот, и массу, вот, плюс, который идет у нас на обогреватель датчика кислорода, ну и масса, в общем, все так же, как, значит, на первом. Вот я подсоединил и, значит, показывает 12 с небольшим вольта. Вот, теперь, значит, проверим еще два провода. Так, С масса, Б плюс 12 проверено. Теперь давайте померяем контакт D. Контакт D, для этого, значит, сейчас я отсоединю крокодил. Тут, правда, я не знаю, видно, не видно. И так. Так, и цепляю его на контакт D, и мы видим, так, ну, вернее, вижу я, а вы, так, такая же картина, блин, неудобно так, 3,3 вольта. Вот, теперь нам надо проверить контакт А. Итак, подсоединил я, значит, к контакту А, и вот, значит, он у нас показывает 0,44. То есть все в порядке. Вот, с контроллером, со жгутом проводов все нормально. Значит, ну, собственно, это так ясно, да, с таким сопротивлением, вернее, его отсутствием в нагревателе, что обрыв. Ну, это так вот, на всякий случай, вдруг кто-то будет проверять, прозванивать провода, чтобы знать, что где, значит, находится. Вот, сейчас я сорву с места датчик, чуть-чуть его строну, вот, и поеду покупать новый. Итак, я выкрутил датчик, с большим трудом, прикипел он очень сильно. Так, значит, чуть-чуть я его тут помял. В общем, если видно, не знаю, видно, нет. Значит, 0,258, 006, 537. Маркировка у него заводской. То есть я единственный владелец. Вот. Поэтому, в общем, с завода он стоял. Не тот, который был, значит, в бумажке, который показывал там 111,80, там что-то и так далее. Вот 0,258, как вот в бумажке. Так, 0,258, 006, 537. Значит, его я буду брать. Вот, ну перед этим, раз выкрутил, в общем, на столе, ну в моем случае на одеяле, сейчас еще раз его проверим. Значит,
белые провода. Ничего не показывает. То есть если значит щупы скрестить, здесь 2 Ома сопротивления, значит в этом случае ничего нету. Так, один момент, я сейчас неудобно одной рукой. Нет, никакого даже на 2000 килоом ничего не показывает. То есть обрыв полный нагревателя. Значит, я сделал одну ошибку в самом начале. То есть когда первый раз все это дело я разбирал, смотрел. Значит, мне было неудобно под машиной там ковыряться, что-то крокодилов с собой не было, были вот иголки, вот эти щупы. Я, значит, делал следующее. Ну, мне сейчас тоже неудобно, но, в общем, я придерживал пальцами контакты. Сейчас один момент, я извиняюсь, тут вот так вот я придерживаю пальцами. Сейчас я одной рукой попробую все это сделать. Вот, пожалуйста, то есть я придерживаю пальцами, при этом вот 1800 килоом там что-то показывает. Ну, это огромная цифра, конечно, там в литературе не больше 1 килоома, тут 1500, но я когда держал, у меня там было там 150 где-то. Вот, то есть я неправильно мерил, чтобы вы ошибку такую не сделали. Я через себя, можно сказать, померил свое сопротивление, то есть через пальцы. Вот. А если мерить правильно, то есть надо, не дотрагиваясь проводов, ну, может, кому-то пригодится такая информация, не дотрагиваясь проводов, мерить. Ну, в данном случае обрыв полный, поэтому его менять. Вот белый налет такой характерный, бедная смесь. Ну, это еще плюс езда на газу дала свои результаты. Вот он сдох. Сейчас у меня пробег 85 тысяч. Вот, значит, сдох он где-то, ну, где-то на 70. То есть он не работал уже, в принципе, давно, уже около, наверное, года не работает. Может, полгода. Вот, 75 там тысяч. Ну, то есть недолго продержался. Но это вина не датчика и даже не газа, а моя. Вот. Итак, вот колодка, разъем, который я срезал с датчика. Вот, я не знаю, тут будет, да, вот, по-моему, видно, что контакты вот там вот есть, они зеленые, то есть плесень, грязь внутри. И вот один я вырвал. Вот в таком вот он состоянии. Вот, то есть попадала вода, он весь позеленел, окислился, то есть контакт пропадал. Вот, ошибка выскакивала, и плюс ну, вода, может быть, где-то что-то замкнула. Потому что на нагревание, нагреватель там идет плюс 12 от главного реле. Ну и, собственно, запросто все это дело могло замкнуть и сгореть. Хорошо не пострадал контроллер, там ни жгут, ничего, ни машина. То есть, можно сказать, легко отделался. А получилось это все потому, что как-то там что-то пытался газ настроить, посмотреть, как с прошивкой. У меня была, значит, не заводская установлена, там тюнинговая прошивка. И я хотел посмотреть, как-то помню, что будет, если просто отключить первый датчик кислорода, второй, поездить. Ну, для себя там мне нужно было для видео. И, в общем, короче, отключил, отсоединил, ну, поездил с расстегнутыми колодками и где-то в лужу там, видать, попал. В общем, попала туда вода, потом я это все дело, значит, соединил, ну и произошла вот такая вот коррозия, вот так вот окислились контакты, в общем.
Ну и, в общем, я себя в этом виню. Вот, сейчас я поеду покупать датчик, датчик новый. Вот, но об этом я уже в следующем видео покажу. Вот. Куплю тоже его, прозвоню, покажу, как новый датчик, какое сопротивление имеет, там все дела. И, в общем, установлю, будет отдельное видео. Ну, на этом все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Смотрите предыдущее видео. И подписывайтесь на канал. До встречи.